don't need recognition. I'm on a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и рядом со мной находится Кирилл Бумыч Михайлов. Это первое большое интервью за столь долгое время пребывания Бумыча в составе Natus Vincere. Бумыч, привет. Привет, Лех. Рассказывай, пожалуйста, первый турнир DreamHack Masters Malmo, первый турнир для тебя в качестве гейм-лидера. Как ты оценишь свой дебют вообще? Какие сложности тебя преследовали на этом турнире и как ты с ними справился? Ну, я себя оценивать вообще не люблю и не буду. Какие сложности? Ну, во-первых, мы очень мало тренировались, то есть мы потренировались всего 3 дня дома и 4 дня на буткемпе, то есть вот у нас была неделя, и мы понимали, что выиграть турнир будет тяжело, и нужно показать всего лишь максимум. Что мы и сделали, прошли группу 3-0, в полуфинале, к сожалению, нам не хватило, я считаю, что мы отдали свою игру, потому что в какой-то момент мы вели там, по-моему, 5-0 или 6-0, что-то такое было. Ну, сложности обычные, то есть новые роли вообще нужно перестроиться, просто работать больше над макроигрой, не над индивидуальным скиллом, не над стрельбой, а просто больше работать как с командой, так и с тренером, больше уделять времени вообще именно просто вот не тактике, а микромоментам, которые нужны нашей команде были, еще даже в старом составе. Кирилл, скажи, ИГЛ, он же in-game лидер, приравнивается ли это звание к капитану? Ты можешь себя назвать полноценным капитаном команды Natus Vincere? Молодым, но капитаном. Капитаном нет. Капитан у нас Саша, и он отвечает за мораль, за дисциплину в команде. Многие мне пишут в дайрект, в соцсети, в наши паблики, в наше сообщество. Все спрашивают, действительно ли Бумыч стал капитаном команды? Чем отличается ингейм лидер от капитана команды? Расскажи нашему комьюнити. Ну, просто во всех командах ингейм лидер он и есть капитан, но у нас немного по-другому, потому что я недавно только пришел в команду. У нас команда, вот 3 человека, которые очень долго играют вместе. Это Саша, Егор и Денис. И, наверное, Саша капитан, во-первых, он просто знает лучше ребят, к каждому подход. Он отвечает за дисциплину, за штрафы, все, что вот вне игры. А на меня упала роль именно ингейм лидера, который отвечает просто за координацию, за тактическую подготовку команды, за работу с тренером и так далее. Но не капитан, за тактическую подготовку команды. Ну, это просто за разные понятия, да. Просто за стратегию ты отвечаешь во время игры? Да. Но не капитан. Да, но у нас просто разделено так немножко. Ну, можно тебя назвать маленьким капитанчиком? Ну, так мини капитанчик. За КЛ. Такой. Знаешь, Вперед, как в 1.6 писали в скобочках КЛ. Это типа капитан, а ЗКЛ это зам-клан. Вот я ЗКЛ, значит. Ты ЗКЛ, значит. Да. Ну, АКЛ у нас Саша, получается, Саша. да? Что изменилось со сменой твоей позиции в команде? Расскажи вообще о своих обязанностях, как теперь проходят тренировочные процессы, подготовка, что поменялось, что ты выделяешь как ингейм лидер, но мини ингейм лидер. Мини-лидер. Но сейчас нашу игру на, наверное, 99% строит Андрей и тренировочный процесс, так как мы только собрались вообще, и вот недавно вместе с Ладиком Андрей пришел на роль капитана, я на ИГЛа. У нас графики всегда очень жесткие, то есть у нас всегда примерно 2 прака, час разбора, 2 прака, час разбора, 2 прака, час разбора, 6 праков, 3 часа обсуждений и еще до праков обсуждения, то есть есть час или 2. 6 праков в день это как минимум, да? Да, как я правильно понимаю? Ну, 5-6, ну, обычно мы 6 играли. Последний, вот, когда мы готовились к ESL Pro League, мы играли по 6 праков. Что ты скажешь по поводу Зевса? Ты смог чему-то научиться у него? Мне было лет 15-16, грубо говоря. Я сравниваю с тем, что когда мне нравился какой-то человек, да, я видел в нем лидера, я пытался подчеркнуть для себя какие-то его качества и делать так, как делает он. Ты для себя подчеркнул что-то, только отвечай честно, пожалуйста. Есть какие-то вот фишки, о которых... Ну, я могу сказать, что просто вот за, наверное, полгода где-то мы, да, поиграли в этом составе. Я могу выделить просто его уверенность, и он очень волевой человек. То есть, наверное, за такой дикий опыт игры, в которой он уже там 10 лет, больше 10 лет, не знаю, играет, он просто уже настолько уверен, он против всех поиграл, повыигрывал турниры, и вот он просто, я вижу, как он уверен. Часто просто идет на матч, он говорит, да мы их разнесем, все нормально будет, там, да. Это, конечно, там не сказать, что это
круто, но вот я вижу просто по своему человеку, что он уверен просто. То Что мы есть ты сейчас уверен, увидим его что- команда. Ты уверен, что он уверен? Да, я уверен, Потому что что- он уверен, и это дает мне тоже уверенность, Не, я понимаешь? просто когда залетаю в ММ и в Discord, я всегда пацанам то же самое говорю. Да мы сейчас их, Да, ну просто нет, ну каждый просто- день, нету ни дня, чтобы я не был Ну, такой просто знаешь, как в команде бывает происходит, просто не идет игра у одного человека, да, и об этом задумываются уже остальные. Типа, блин, у него не идет игра. И ты уже как бы о своей игре так немножко забываешь, я начинаю тоже там колотусить. А Даня как бы всегда уверен, и ты видишь, что вот на турнире сейчас он собран, ну и тебе тоже таким же хочется стать, знаешь, просто выиграть игру, прийти. То есть вот этим я запомнился. Расскажи нам немножко о Ладиславе. Очень многие уже отправили Ладислава на пенсию. Очень многие. То есть, как не почитаешь новостные издания, все пишут, что Ладиславу пора уже на пенсию, что он свое отыграл, что он должен уйти вот и должен закончить карьеру. И вот это вот все кружит в интернете, все что-то пишут. Расскажи, почему вы выбрали Ладислава? Я уже слышал от тебя, что игрокам лучше знать, кого выбирать. Расскажите о своем выборе. Ну, Саша очень хотел уйти с роли АВП в какой-то момент, и мы решили брать снайпера. Подумали, что молодого игрока брать не очень круто, потому что я уже пришел как ИГЛ, мне нужно много работать, и если придет второй, нужно будет уже с двумя работать Андрею. Плюс Это уже тяжело. брали старых Да. игроков, и как показал Да. опыт, да? Ну, да, посмотрим. Скажем так, они так сказали, посмотрим на молодых игроков. Остановились на Ладиславе, потому что тоже там в фейзах были какие-то проблемы. И, в принципе, всем нравилось играть с Ладиславом. Не знаю, как игрок, я вот лично не списывал никогда Ладислава со счетов. И сейчас я очень доволен вообще, потому что состав у нас боевой, он очень опытный и быстро так приконнектился ко всем игрокам, потому что он уже с ними играл, с некоторыми. Я с ним начинаю общаться, очень круто. Вот вообще мы сейчас живем в одном номере, больше друг друга узнаем. В принципе, он такой позитивный, всегда веет, не знаю, какой-то добротой, поняшками такой. Делает свои вещи, не знаю, делает фазумы. Для меня он 1 в 2 король, клатч, кинг, как он сам себя называет. У него там огромный винрейт. Ну, в общем, мне все нравится, и я думаю, что он докажет еще, что он готов играть и может побеждать. То есть в составе, который вы сформировали, который сформировала организация, ты уверен на все 100%? Так можно сказать? Да. То есть на все 100 нету ни единого процента, чтобы ты сомневался в том, что что-то вы сделали неправильно? Сейчас, если что-то у нас будет не так с результатами, то это вина каждого из нас. Потому что сейчас я не вижу слабых сторон, скажем так, в игроках, я не вижу слабых сторон там, в тренере и так далее. Для меня сейчас у нас идеальный состав, который реально должен стать топ-1 мира. Изменилось ли что-то в распорядке дня? Или все так же? Во сколько сбор теперь? Ну, сбор у нас, смотри, мы с 11, если мы дома берем онлайн, именно онлайн, вот пока тренировок, потому что у нас их, наверное, было больше, чем буткемпов, мы, то есть просыпается кто как хочет, но вообще с 11 до 12 у тебя индивидуально личный скилл. С 12 до 2 у тебя 2 часа разбора, ну и примерно в каждом часу там есть там 5 минут перекурить, там в туалет сходить или покушать, там, да, кто-то не успел, может, позавтракать, стал к индивидуальному скиллу. После этого у нас идет 2 прака, где-то 30 минут примерно там отдыхаем мы, если там на прак не опоздали, не задержались. Потом опять 30 минут, там 40 обсуждаем. То есть это все так меняется всегда, вот от 30 до 40 минут там и отдых, и разбор. Зависимо от того, там много нам надо разбирать или меньше. Ну, то есть мы начинаем, скажем так, если индивидуально брать с 11 и заканчиваем мы топ-9, топ-10. Редко когда 8, это когда праки отменяют, либо какие-то выходные дни, и мы не можем найти праки. График, он по неделям расписан на месяца, то есть неделя работаем, там неделя отдыхаем, или такого нету? Есть Нет, сейчас такого только нет. плотные часы работы? Плотные часы работы, выходных реально мало. Я даже посмотрел в календарь, честно скажу, перед турниром, вот в ESL Pro League мы вылетали 16-го вроде или 15-го, я посмотрел вот с того дня до декабря, когда у всей команды будет отпуск, там, ну, то есть ближе под Новый год, у нас 11 выходных дней полноценных, вообще, когда все будут дома. Вот. И 11 дней за 2, считай, месяца с половиной. На самом деле хорошее настроение, мы находимся в Турции, атмосфера рабочая, но есть свои нюансы. Например, Бумыч, расскажи, пожалуйста, как тебе в Турции плюс 30 градусов днем, вокруг моря, вокруг разные вкусные блюда, фрукты, коктейли, молочные, банановые, клубничные. Есть настрой играть?
Настрой, я думаю, Не, он ну нет, приходит, говорит. Нет, есть настрой, безусловно, но просто вот когда вот у тебя тренировочные такие дни, скажем так, перед играми, вот ты смотришь так в окошко, пальмы, там море, деревья такие стоят, все отдыхают люди, и ты такой задумываешься. Как-то Да. уже не очень фокус так теряешь. А когда, я думаю, официальная игра будет, то как бы все будет нормально, как на всех турнирах. Но тут есть, конечно, свой чил такой. Просто тепло, очень жарко, это тоже, не всегда хорошо, скажем так. Я вот не особо люблю такую погоду, хотя очень рад, что турнир в Турции. Я вообще первый раз побывал на таком курорте, можно сказать, да, потому что до этого я никогда не путешествовал ни с семьей, ни с кем, ни со знакомыми, друзьями. И первый раз вообще море увидел, скажем так. Именно, знаешь, как, не первый раз увидел море Ребят. именно, а побывал, скажем так, вот реально в таком отеле, где можно выйти, покупаться, бассейн, там много туристов. Такого у меня еще не было. Ну, это так мило, если честно. Как сейчас проходит стадия пика банов? Да все очень просто. Мы с Андреем обычно живем вместе пока что за все ланы, которые были. И он готовится к соперникам, смотрит, какие карты у них слабые или сильные, какие карты они банят. Это практически всегда понятно, потому что там все на ХЛТВ есть статистика. И мы с ним решаем, какие бы карты было лучше нам сыграть, что у них слабо, как я уже сказал. Но вообще за это больше Андрей отвечает, то есть 90%. Я как немного советчик, то есть я ему доверяю в этом вопросе, и пока что с банными пиками у нас проблем нет. То есть у нас есть и Mind Games, когда мы байтим там на Vertigo, то есть что мы не играем его. То есть разные темы, но... Если говорить об Андрее, о его роли тренера, вы с ним нашли общий язык? Есть эта синергия вообще между вами? Безусловно, какая-то она есть, потому что мы показываем хоть какой-то пока что результат за короткий срок. Понятное дело, что это не что-то большое, но время покажет, наверное, синергию. Мы с ним очень много работаем, проводим время, то есть рабочий процесс мне нравится, все хорошо. С Андреем комфортно работать? Да, конечно. Он просто, не знаю, такое чувство, что он знает все иногда. Вот просто знает все. И он иногда столько много даже информации говорит, что даже ту информацию, которую он вначале говорил, она забывается. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Все, что попало в интернет, все, что увидели в интернете, оно навсегда остается в интернете. Наша комьюнити следит за каждым шагом любого игрока, любого тренера. Прокомментируй, пожалуйста, мемы на тему выйти за 10 секунд до окончания раунда. Расскажи, нам просто очень интересно. Я видел много разных вариаций этого мема и скажу, что действительно мем смешной. Там не только эти мемы есть, там есть еще про штаны. Расскажи поподробнее, нам очень интересно. Вообще, это просто люди мемы сделали, потому что раньше, когда Андрей был капитаном Flipside Tactics, ребята, то есть, выходили на последних секундах всегда, и все думали, что это там Андрей, то есть так колет специально там на последние секунды гранаты, там раскидывать на последние секунды. Но на самом деле это не так. То есть с разговора с ним у них всегда был план, то есть на 5 человек, когда он координировал, и люди просто не успевали сделать все быстро, хотя можно это сделать. И вот у них так получалось, и вошло в какую-то даже привычку. И даже мы смеялись на эту тему, там рано мы говорим, Андрей тоже в своем кругу как бы. Но это как бы для него не смешно, это просто как бы глупо так выглядит, но он говорит, что если его будут спрашивать, почему вы вышли на 10-й секунде, он скажет, что это все от ИГЛ зависит. Он говорит, я тут не виноват, я буду так и говорить в интервью. Он такой немного, знаешь, так подрейдживает, как будто такой, это не я, это будешь ты. Но если разобраться, то есть пролить свет на этот вопрос, все очень просто. Люди не успевали за его колами выполнять тактики, которые он придумал, действия, и поэтому появился такой мем. Да, так и получилось. Спасибо, Бумыч, потому что многие постят эти мемы, не разобравшись в ситуации, но мемы крутые. Ваше творчество мы все ценим. Следующий вопрос. Посмеялись и хватит. Что ты можешь сказать о нынешней мете CSGO? Все ли тебя устраивает экономически? Стоит ли понерфить СГ? И вообще, что с маппулом? С маппулом. Я уже чувствую мемы про Vertigo, про Нави, что никогда не начнут играть. Это как с Кэшем был мем. Ну, с Кэшем так и не заиграли, насколько я помню. Да, начнем вот от третьего вопроса к первому пойдем. Про маппул, опять же, мы новый состав, я это говорю, наверное, уже, не знаю, 500 раз, на каждый раз. Извините. Когда можно. Первое большое интервью, посмотрите, как красиво. Нам нужно просто наиграть другие карты пока что, в которых мы уверены, у нас что-то уже наиграно, и нам просто проще их начинать вместе. Vertigo обязательно будет, если оно еще останется к тому времени, когда мы начнем его готовить. Вот, так что все в будущем. Про СГ. Я думаю, его надо нерфить, да, потому что, опять же,
Если все играют в CSGO, оно реально сейчас имбалансное, просто есть зум, убивает с одной пули в голову, то тогда надо было имбовый аук оставлять, которым все пользовались. А убрали аук, остался CSGO, и что, в атаке преимущество теперь. Но это глупо. Не знаю, они точно должны что-то с этим сделать. Либо повысить стоимость, либо убрать там, не знаю, бронебойны, что-то должны убрать. Ну, просто как-то пофиксить. Это им виднее, знаешь, как бы. Все многие сказать, ну пусть игроки скажут, что пофиксить. Ну пусть они, вот они разработчики игры, они должны этим заниматься. Также и про экономику. То есть была старая экономика, новая экономика. Я не могу сказать, что мне нравится какая-то больше из этих. Просто нужно тестировать. Как бы вот сейчас, ну, меня все устраивает. Зафиксировали. Зафиксировали и тот момент, что Vertigo обязательно будет в Мапуле Нави. Когда неизвестно, насколько я понимаю, да? Но будет. Будет? Но, если честно, огромная надежда на то, что его уберут и Потому что добавят мы сейчас кэш. нарываемся на новые Я могу, мемы. смотри, насчет Вертига я не могу еще сказать. Но если появится кэш, я могу с уверенностью сказать, что мы будем его играть. Хорошо, расскажи, пожалуйста, о вашем Мапуле. Что-то расскажи болельщикам, потому что им очень интересно, чем сейчас вы занимаетесь. Они наблюдают за всеми матчами, они видят результат. Ну, мы так перескакиваем с турнира на турнир, и очень тяжело даже пофиксить ошибки, вот, которые у нас были на ESL Pro Лиге. То есть с Мальмой мы прилетели, у нас было дома, мы там немножко разобрали, потренировались. Сейчас ESL Pro Лига, тоже был матч G2, где у нас очень плохой мираж был. К сожалению, у нас просто не было времени к нему готовиться, и мы подготовились первые дни, а потом уже просто, потому что не было времени его даже праки играть, просто не было времени. Все забыли, все как будто по-новому, и на этот турнир какие планы? У нас, я могу сказать с точностью, что есть 3 карты, в которых мы уверены, не буду называть их. Есть 3 карты, на которых мы чувствуем вообще уверенность, хоть какую-то. Наигранные вещи, хорошие результаты на праках были просто, и больше возможностей. Есть карта, которую мы не играем, все ее знают, но это пока что. Может Что быть, же это за начнем карта играть. такая? Может быть, начнем играть. Но вообще мы будем, как и на всех предыдущих турнирах, готовиться к каждой команде индивидуально, смотреть, какие карты лучше выбирать, какие лучше выбирать. Так что будет известно. Ребят, с вами был Алексей Костылев и Кирилл Михайлов, он же Бумыч. Ставь лайк, подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал. Нажимай колокольчик, потому что тебя ждут большие интервью с каждым игроком из состава Natus Винсеры по дисциплине CSGO. Всем пока, скоро Всем увидимся. пока.